Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, что вам принесет этот месяц, какие энергии войдут в вашу жизнь и что вы можете реализовать в течение заветного февраля. Поэтому давайте с вами приступим и посмотрим на картинку будущих событий. Так, основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, вопросы личной жизни, а также рекомендации от карт. Что у вас здесь? Так, основные энергии месяца. У вас ложится аркан Императрица. Прекрасная карта. Почему? Потому что у нас Императрица — это всегда процветание, это плодородие, это финансовый рост, это улучшение внешнего вида, состояние здоровья. Для кого-то вопросы вступления в отношения, в брак, создание семьи. У кого-то продолжение рода, то есть зачатие, деторождение. В любом случае Императрица — это, знаете, как объять необъятное. Хранить в себе вот в эти блага. Процветать. Конечно же, карта может у вас прозвучать в любой сфере жизни. Посмотрим, в чем именно. И здесь ложится королева мечей. Во-первых, это может быть взаимодействие с женщиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, которая может привнести благо в вашу жизнь. И неважно, какого они формата, не обязательно речь здесь о материальном. Так и вопросы официального вступления в брак или взятых на себя обязательств, например, вопросы опекунства. То, что касается работы и реализации, у вас здесь ложится король чаш. Аркан, который говорит об эмоциональном довольстве от того, чем вы занимаетесь. Ну, и не могу сказать, что вы прям всецело довольны заработной платой, которую вы получаете, но тем не менее это карта, которая говорит о воодушевлении. То есть на работу как на праздник. Или вы ощущаете отдачу от вашего труда. Видите, знаете, что ваш труд нужен, что вы получаете признание, благодарность там от коллег, от заказчиков, клиентов, от руководителей. То есть и ощущать себя специалистом, потому что король чаш — это раскрыть в себе лучшие таланты и потенциал мастера в той сфере, в которой вы сейчас пытаетесь себя реализовать. Конечно же, это аркан двора, да, поэтому карта указывает на влияние мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, на вопросы вашего становления, карьерного роста и развития. Но посмотрим, как эта карта прозвучит для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Король чаши, семерка монет — это попытки обратиться к какому-либо узкопрофильному специалисту, может быть, даже к психологу, с целью понимания, что же вы хотите от жизни, чем заниматься, при помощи чего зарабатывать, или как обрести стабильность, как найти свой путь и свое признание. Вот те, кто у нас запутался, опять же, вне зависимости от возраста, февраль даст момент понимания, кто вы, что вы и с чего вам нужно начинать. Для тех же, кто у нас является соискателем, король чаш и маг — благоприятные арканы, потому что они указывают на реализацию, на трудоустройство и признание вас хорошим специалистом. И если же вы у нас наемный сотрудник, то король чаш и шестерка монет — это помощь, поддержка, протекция со стороны мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, как в продвижении по карьерной лестнице, так и в реализации закрытия каких-то проектов в срок. И опять же здесь могут лоббироваться ваши интересы, чтобы вы получили какую-то прибыль, бонус, премию, дотацию. То есть чтобы, знаете, как получили материальную отдачу от вашего труда. У тех же, кто владеет собственным делом, король чаш и аркан справедливость — это какие-то плановые проверки. Более того, это аудит, может быть, ваш внутренний, посмотреть уязвимые точки вашего бизнеса, вашего предприятия. Опять же, для кого-то наем в штат сотрудников, которые будут заниматься и, скажем так, юротдел, более того, финансисты, которые решают вопросы с налоговой и прочие, бухгалтера, потому что здесь как обезопасить себя с юридической точки зрения. Посмотрим с вами финансовую сторону вопроса. Здесь ложится аркан дьявола. По дьяволу это всегда большие деньги. Вопрос в том, как они заработаны. Или все ли вы показали, легализовали. Но это уже другая история. Тем не менее, по дьяволу деньги есть. Тем более это ваш аркан, который символизирует вашу сущность, вашу суть, ваш материализм. Потому что работа и отдача — это прекрасно. Но если нет мат-капитала,
то для вас это будет все бесполезным. Вот здесь вы сможете ощутить ваше признание, вашу отдачу в материальном аспекте, потому что по дьяволу это всегда хороший доход. Но вместе с тем дьявол – это взятые на себя обязательства. То есть вы можете взять какой-то кредит, рассрочку, допустим, ипотеку вы берете, да, то есть это долговые обязательства, которые вы обязуетесь погашать, в рамках установленного срока. Вопросы здоровья. Паж мечей. Паж мечей – это карта аналитики. Как плановый чекап-лист проверить, все ли у вас в порядке, так и точечно обследовать какую-то проблему или ситуацию, которая вас может волновать. То есть насколько все серьезно. Может ли это еще подождать или стоит заниматься этим вплотную? Является ли здесь ситуация кризисной или острой? Нет, но тем не менее может потребовать вашего внимания. Вопросы личной жизни. 8 монет. С одной стороны, вроде бы хорошая карта, с другой стороны, не всегда. В чем позитив? С одной стороны, вы меняетесь, вы работаете над собой, над структурой ваших отношений или работаете над собой, чтобы качественно себя изменить, свой характер и, как следствие, выстроить гармоничные отношения. Но зачастую эта карта очень часто показывает, что в течение этого месяца вы будете замужем за работой или полностью поглощены отдачей работы, проекта, заработков. То есть, знаете, как рабочая лошадка, и вам просто может быть не до личной жизни. Так ли это? Давайте посмотрим и проанализируем. Для тех, кто у нас свободен. 8 монет, 4 жезлов, это, знаете, как карта круговой поруки. Здесь у вас действительно может быть знакомство и построение прочных взаимоотношений, которые даже могут перерасти в статус семьи. Но здесь есть такой момент. 8 монет и 4 жезлов – это либо человек, с которым вы работаете под одной крышей, карта служебного романа, либо это у вас могут быть деловые контакты. Ну, например, тренер в спортзале или единомышленник в клубе. Вы ходите там, занимаетесь конным поло, понимаете? То есть это то, что вас объединяет. Люди, с которыми вы находитесь энное количество времени под одной крышей и увлечены общими интересами. Но, тем не менее, какая разница где? Самое главное, важен результат. То есть вы здесь его можете получить. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, 8 монет и карта влюбленные. Это брать на себя официальные обязательства, это делать выбор, работать над тем, чтобы осуществить задуманное. Зачастую это действительно определиться с тем, с кем вы хотите остаться, какого формата вы хотите отношений, то есть идти своим дорогам, своим путем, но с каким-то одним партнером, или партнершей. Если вы в стабильных союзах, то, как я сказала, у вас просто не будет времени на личную жизнь, потому что вот эта вот 4 чаш, это, знаете, ситуация, когда ваш гном с питомцами сидит, ждет вас у двери дома, когда же вы вернетесь, потому что карта, которая указывает на ситуацию, что либо вы, либо ваш партнер будете всецело поглощены рабочими задачами, и просто-напросто не будет хватать времени на семью в течение этого месяца. Рекомендация от карт. У вас здесь ложится 3 мечей. Карта, которая, во-первых, вам говорит о том, что не рвите себе сердце и душу, если что-то не по силам. Пока отпустите ситуацию, вы сможете к этому вернуться. И второй момент, если что-то вас триггерит или тяготит, нужно это проработать, выплакать, проговорить, обсудить. Самостоятельно, с психологом, с личным дневником, как хотите. Самое главное – это выплеск, выход ваших негативных эмоций, все то, что вас разъедает изнутри. Вот от этого нужно вам избавиться. Более того, 3 мечей иногда как аркан, который показывает вопросы сложного выбора, но это в большей степени касается тех, у кого здесь треугольники, определиться и кого-то отпустить. И помимо всего прочего, кому-то оказать необходимую помощь, поддержку, в первую очередь морального плана, если кто-то оказался в сложной ситуации. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же у вас здесь? Сад, девушка, аист, дно колоды башня. Для девушек и женщин это период фертильности, то есть есть перспективы зачатия, деторождения, если вы ставите это во главу угла и вам это важно. Для мужчин это может быть обретение нового знакомства, которое для вас будет стабильным. И опять же, видите, карта башни. Ну, это фактически как в казенном доме. Будь то работа, повторюсь, там тренажерный зал, или вы ходите в какие-то организации, там, допустим, ходите и изучаете английский язык. То есть, да, под одной крышей, но это, знаете, как невеселительная какая-то компания. Это все-таки как активная ваша рабочая деятельность.
Еще это благоприятные перемены благодаря девушке или женщине, которая вас ведет в новый круг общения, в новый социум, новые знакомства, новые связи. И для вас это будет благодатный ключ. Поэтому действительно информация здесь для вас со знаком плюс. Пусть так и будет, так и закроем. Ну а вы по прошествии периода дайте знать, напишите, озвучьте, как отозвалась информация, какие перемены у вас в течение этого периода произошли. Буду вам признательна за коммуникацию и энергообмен. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!